Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на вашего мужчину, вернее на ваши отношения. Давайте посмотрим, что же он от вас хочет, да, его намерения. Так, сделаем на две позиции. Пока загадывайте. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Так, давайте начинать. Двоечек пока уберем. Так, посмотрим сигнификацию вашего мужчины. Так. Знаете, ну прям император, да. Очень серьезный, очень тверд в своих целях, намерениях, да, обладатель очень чего-то большого материального, да, то есть либо у него очень много квартир, да, хороший бизнес, машина, может быть машины, да, счет в банке и прочее, прочее. То есть все, что связано с деньгами, данный мужчина имеет прямо с достатком, действительно. А при этом, знаете, умеет показывать страсть, умеет показывать чувства, но в основном, конечно, они скорее зацикливаются на нем самом. Потому что все-таки мужчина, ну, немножечко, знаете, себя предпочитает, нежели кому-то другому, да, то есть есть такая вот черта такого вот эгоцентрика, вот можно так выразиться. А так можно с ним договариваться, да, умеет иногда слушать, да, если ему это как-то симпатизирует, нравится, да, слова других людей. То есть договариваться, в принципе, можно с этим мужчиной. А так очень такой любит достигать цели, да, свои поставленные. И, что самое главное, умеет их ставить, да, и знает, чего хочет действительно достичь. Так, давайте посмотрим суть ваших отношений, что вас связывает. Так. Ну, знаете, вижу, вы только в начале отношений. Сейчас данный мужчина пытается вас завоевать, да, он проявляется постоянно, пишет, звонит, да, может быть, даже делает уже какие-то подарки, да, при этом старается вам немножечко угодить, да, показать себя, показать, что он умеет, как он видит этот мир, да, ну, в общем, ухаживает, понимаете, то есть можно действительно сказать, что мужчина старается ухаживать, да, и делает это вполне себе хорошо. Но единственное, знаете, вот в сути, да, ваших отношений, можно сказать, есть обман, да, с его стороны, потому что он полностью не раскрывается, да, и вот эту его такую черту эгоцентрика вы узнаете только еще больше пообщавшись с этим мужчиной, да, и когда у вас уже из отношений, которые начались только сейчас, да, вы перейдете в уже более такие сложные отношения, когда начнете его узнавать все глубже и глубже, ну, к сожалению, это будет одно из таких, знаете, разочарований, потому что данную черту он совершенно не показывает на данный момент. Так, что же он хочет от вас? Давайте посмотрим. Так. Ну, знаете, чувствует себя одиноко данный мужчина. Давно не было у него отношений. При этом отношения, которые у него были в прошлом, они закончились не очень хорошо. Да, то есть были они серьезными, но до свадьбы, как говорится, не дошло. Да, то есть это очень было сильное разочарование у данного мужчины, и поэтому он, конечно, не хотел начинать отношения заново, в принципе, да, очень долгое время. Но тут появились вы, да, то есть он действительно влюбился, это видно, да, и решил как бы попробовать все-таки, ну, с вами еще раз, да, то есть ваши отношения действительно на данный момент строятся на его влюбленности, потому что мужчина к вам первый подошел, да, мужчина первый начал, как бы завел диалог, да, и решил вот так вот начать, скажем так, встречи.
с вами. Поэтому здесь, конечно, он не хочет оставаться один, от вас он хочет полного соглашения, скажем так, с ним, да, с его точки зрения, что вот вы должны встречаться. Если честно, вижу, попали вы в такой капкан, да, потому что у вас чувства не, скажем так, не одинаковы с ним, вы еще не разобрались, вы еще не знаете, любите вы этого мужчину или он просто вот проходящий мимо, да, да, он немножечко красив, да, вот что-то в нем есть, какой-то шарм, но вы не уверены, потому что если данный мужчина действительно влюбился, то про вас нельзя сказать того же самого, да, в отношении данного мужчины. Сейчас вы в таких, вот знаете, сомнениях. Так, давайте посмотрим, чего данный мужчина не хочет, да, что его, может быть, отталкивает. Ну, он не хочет, чтобы вы его забыли, да, чтобы вы как-то, знаете, занимались своими делами, своим хобби каким-то, своей работой, своей жизнью, да. Он хочет, чтобы вы постоянно смотрели на него, да, присутствовали в его жизни, чтобы вы постоянно обхаживали его каким-то образом, да, спрашивали, как он там, что он, то есть, но здесь он действительно боится. Видимо, это идет из прошлых отношений, да, где его, по сути, игнорили. Был полный игнор, да, со стороны другой женщины. И у данного мужчины сформировался такой, знаете, комплекс особый, такая вот проблематика психологическая, что его попросту не будут слушать, да, и поэтому он пытается быть более таким вот строгим, более акцент на себя делать, да, на себя любимого. Поэтому, конечно, он боится, что вы попросту перестанете обращать на него внимание и будете также его игнорировать. Так, намерение его будет делать какие-то серьезные шаги. О, будет. Еще как. Весь мир вам хочет подарить, если честно. При этом считает, что можно вас купить, да, то есть денег у него, ну, завалом, могу сразу сказать. Будет делать вам очень хорошие предложения материальные, да, в том плане подарки, либо куда-то свозить, там, Мальдивы, Сейшелы и прочее, прочее. Ну, что-то вроде этого. Денег жалеть не будет совершенно. И опять же считает, что данный способ действительно заставит вас в него влюбиться. Хоть вы сейчас и находитесь на таком распутье, да, незнание, любите вы его, не любите, да, хотите вы с ним отношения, не хотите. И именно то, что вы как бы не знаете, дает ему повод тоже вот как бы действовать таким методом денежным, чтобы, знаете, вот так вот запудрить как бы мозг, сделать такую пелену на глаза, и чтобы вы как бы увидели все это материальное и вот решили как бы быть с ним, по сути, ради денег. Но на самом деле он сам не понимает, что этого попросту недостаточно на самом деле для хороших отношений, и что человек должен все-таки, ну, любить, понимаете? То есть здесь ситуация именно такая. Так, давайте посмотрим, знаете, будущее. Ну, знаете, относится еще тоже к его серьезным шагам. Будет ждать от вас того же, что и сделал он, понимаете? То есть он вам материальную сторону жизни, да, он будет требовать от вас покорности, будет требовать любви, да, но вижу, если честно, у вас останутся все эти сомнения, да, будет какая-то страсть, да, может быть сексуальная связь, но я не вижу, что вы испытываете к этому мужчине и будете испытывать, да, даже в будущем, что-то наподобие любви, влюбленности, да, то есть это будет просто такой вот безличный какой-то секс, будет безличные разговоры какие-то, да, то есть здесь, к сожалению, не вижу, что вы прям
воспримете данного мужчину и что будете считать, что он вам как-то подходит, да, хоть мужчина и будет очень сильно стараться, да, и будут у вас действительно отношения. Это не такая краткая связь, да, быстро. Это действительно долгие отношения достаточно, но с вашей стороны я чувств, честно, не вижу. Вижу именно вот запутанность. Вы не знаете, тот ли это мужчина, да, вы не знаете действительно, почему вы в эти отношения решили войти, да, вы просто вот идете, как идете, да, и раз мужчина такой напористый, да, ну, почему бы как бы и не попробовать, то есть вот вы так считаете, и в будущем оно как бы так и проявится, потому что отношения будут и путешествия с этим мужчиной, и в деньгах там нуждаться не будете, да, он обеспечит. Но как таковых чувств именно с вашей стороны не будет, потому что со стороны мужчины, честно скажу, он влюблен, да, то есть здесь есть такое более серьезное, скажем так, серьезные отношения мужчина хочет действительно попробовать, и именно выбрал вас, но, к сожалению, у вас таких чувств нет. Совет. Интересно. Знаете, по совету такая ситуация. Вам нужно не обманывать данного мужчину, да, потому что чем больше вы углубляетесь в эти отношения, да, и будете это делать, тем хуже будет становиться, потому что рано или поздно вы будете за собой чувствовать вину, да, вину за то, что мужчина вас любит, а вы не знаете, что вы к нему испытываете. И здесь на самом деле очень такой сложный совет, да, предостережение. Нужно разобраться в своих чувствах, да, но как же это сделать? И это, конечно, предстоит вам понять только самой, да, как бы не хотели карты помочь, да, потому что здесь только от вас зависит, что будет происходить и как. Но по совету они дают именно, если не чувствуете, да, вот прям ничего, лучше уходить, лучше с ним поговорить, может быть, остаться друзьями, да, может быть, совсем разорвать отношения, если он не согласится на это. Но если вы будете с ним оставаться, не любя, да, это сделает больнее не только вам, но и данному мужчине, да, и в принципе отношениям. Поэтому здесь вам нужно действительно подумать, если есть крупица чувств, да, может быть, она появится, да, в каком-то времени, да, после определенных событий. Но если ничего этого не происходит, если вы чувствуете холод у себя, да, в сердце, то не стоит попросту быть с этим мужчиной, ну, непонятно ради чего, да, будете с этим мужчиной, не ради же денег, потому что вижу, вы не такой человек, да, вы все равно хотите быть любимой, да, и любить также, вы хотите здоровые отношения, но, к сожалению, к этому мужчине я не увидел, что вы испытываете действительно теплых, больших, хороших чувств, понимаете, поэтому выбор предстоит вам действительно сложный, да, и главное, его необходимо сделать, потому что чем дальше, тем будет хуже, понимаете, без чувств именно. Если же почувствуете, что что-то появляется, да, появилось такое, конечно, отношения будут развиваться в другую совершенно сторону и будут становиться лучше. Но если холод, пожалуйста, не мучайте себя и не мучайте мужчин. Так, давайте переходить к двоечкам. Сейчас мы это уберем. Так, двоечки. Смотрим вас. Так. Так. Ну, здесь мужчина-сказочник. Да, обожает сказки, любит истории, любит выдумывать, да, любит находиться в состоянии действительно, знаете, такого блаженства, мечтаний, но при этом ничего не любит делать. Он ленивый.
очень ленивый, да, выберет полежать на диване, да, поспать, чем куда-то там сходить, например, на работу, чем-то заняться, придумать что-то новое, да, то есть даже не хочет никакого хобби. Он, знаете, больше похож на такого писателя, поэта по натуре. Ему необходимо, знаете, вот поймать какое-то вдохновение и пойти писать книгу, да, либо пойти написать песню, может быть, картину. Ну, такая вот душа у него. При этом черпает вдохновение от происходящего, да, от вас в том числе может, да, брать его. Но что касается денег, ноль. У него реально просто ноль, понимаете? И не предвидится больше. И ему это, в принципе, и не нужно. Поэтому здесь он питается в основном вдохновением, красотой какой-то, в общем, из вот таких действительно мужчин. Но на самом деле главная его ошибка и такая вот черта — это просто лень. Вот элементарно, да, человек просто не любит что-либо делать. Так, что же вас связывает? Не в первый раз у вас с ним отношения. Вижу, как это говорится, да, ошибка молодости. Давно вы его знаете, да, может быть, со школы, да, либо студенческая пора, что-то вроде этого, может, какой-то давний близкий знакомый, да, бегали там во дворе, грубо говоря, вместе. И отношения уже даже и не во второй раз, где-то, может быть, в третий, в четвертый, да, то есть что-то вас тянет к этому мужчине. И здесь действительно уже большая попытка. А тянет почему? Да, легкомыслие. Данный мужчина очень, понимаете, легкомыслен по отношению к жизни, какой-то свободный, его ничего не держит, не задерживает. Вот он как есть, так и есть. Да, то есть вот такая чистая какая-то страсть, чистый вот лист, да. И со всеми проблемами вы смотрите на него, и вам хочется вернуться, вам хочется расслабиться, потому что вы действительно отдыхаете с этим мужчиной, отдыхаете и душой, и мыслями, и головой, да. То есть здесь действительно происходит просто отдых. Прекрасно понимаете, что с этим мужчиной не особо, да, как-то, я бы сказал, возможно, длительные такие отношения, да, более серьезные, но почему-то вы на них надеетесь, да, то есть действительно данный мужчина просто запал вам в душу. Так, давайте посмотрим, что же он хочет от вас, да, с его стороны. Он ловит вдохновение, живет одним днем. Знаете, не могу сказать, что он что-то от вас хочет, а он просто наслаждается процессом. Да, он вот такой человек, что нет у него каких-то планов, да, нет у него каких-то сильных переживаний на ваш счет, да, ну и на свой счет. Он вот просто наслаждается моментом, что вот вы есть, да, вот снова решили с ним сделать отношения, да, он, конечно, дает согласие, потому что почему бы и нет, да, надо как бы плыть по течению, а не против него. И здесь, конечно, он хочет элементарно того, чтобы вы просто проживали с ним день ото дня, понимаете, ничего больше он не хочет, если честно. Так, что же его отталкивает? Ну, разность ваших судеб, скорее, да, разность еще ваших характеров. По этой причине вы уже много раз с ним пробовали отношения, с этим мужчиной, да, да, он приманивает, да, он весь из себя такой хороший, свободный, да, то есть, но вы не такая. Вы стремитесь к определенным высотам, да, у вас есть цели, у вас есть и хобби, у вас есть жизнь, да, то есть на самом деле на данный момент вы с мужчиной, который хорошо бы играл роль любовника, понимаете, то есть, да, с ним просто вот хорошо отдохнуть, но потом хорошо бы и вернуться к семье, да, к мужу, детям и к обычной жизни, но иногда классно вот пообщаться именно с таким мужчиной, да, то есть здесь вот именно похоже действительно на такую ситуацию, потому что, ну, данный мужчина, я не вижу, что он прям сильно, да, с вами в отношениях. Вот такое ощущение, они вот так вот перепадают, понимаете,
и постоянно тянет вас к этому мужчине, но именно к его, скорее, свободе, понимаете. А так отталкивает, да, помимо вот характера, помимо ваших судеб, скорее тут больше про вас, да, что вы боитесь, что вы с этим мужчиной, и боитесь, что может быть, кто-то узнает, да, либо еще что-то не получится. А что касается самого данного мужчины, он ни о чем вообще не переживает. Вот, я же говорю, человек просто плывет, да, и, по сути, плывет. Лишь бы плыл корабль, да, и была вода, называется. Он ни о чем не думает, если честно, данный мужчина, и особых каких-то планов тоже нет. Так, ну, давайте спросим, конечно, про серьезные какие-то шаги, да, намерения. Посмотрим, что покажут. Знаете, нет, насчет данного мужчины нет здесь никаких планов. Скорее, ваши цели, да. Вижу, запланировали заработать много денег, да, в этом году. Но многие из нас, да, как говорится, здесь на самом деле, правда, ваша история описывается, потому что данный мужчина, он, знаете, как, ну, проходняк, можно так сказать, да, просто вот человек, с которым можно расслабиться. Но на конкретику не стоит рассчитывать, хоть вы иногда об этом думаете, да, как бы может все бросить и просто остаться с ним. Но на самом деле это будет ошибкой, я вам так скажу, это будет действительно ошибкой, особенно с вашими целями, потому что ищете, да, методы тоже вот заработка, вижу, действительно пробуйте тоже отношения и хотите почему-то вот именно с этим мужчиной попробовать серьезные отношения, но это не про него, понимаете, это сразу говорю, не про него, и у него даже намерений нет, да, на что-то более серьезно. Видите, карты про вас больше говорят, нежели про данного мужчину, потому что он просто существует как какая-то амеба, если честно, данный мужчина. Так, будущее. Ну, знаете, будете расстроены. Расстроены тем, что вы попытаетесь переделать данного мужчину, и у вас это не выйдет. Да, вы захотите предложить ему работу, захотите сделать его каким-то идеалом, да, в ближайшем будущем, потому что не будет он вас отпускать, понимаете, вот эта вот страсть, вот это ощущение свободы, вы захотите его всегда иметь рядом с собой, да, но это не получится. Конечно, вы получите удар прямо в сердце, да, от этого мужчины, от его речей, что да все, как бы хорошо, да, я вот просто полежу, у меня нет вдохновения и прочее, прочее, я не хочу работать и так далее. То есть, ну, конечно, это вас расстроит, но, собственно, что вы ожидали, да, хочется спросить. На самом деле вы уже в глубине души знаете, что с этим мужчиной серьезных отношений никаких не будет, да, то есть, действительно, это просто мужчина для того, чтобы расслабиться. Я вот говорил, да, вот именно как любовник, понимаете, ну, ничего больше, какая-то краткая связь на одну ночь, там, может, на недельку там отдохнуть с этим мужчиной, вернуться, в общем, что-то вроде этого, потому что не знаю, откуда у вас такие надежды, да, на него, действительно, вот это ощущение, да, которое вам не хватает по жизни, да, вот это ощущение свободы, опять же, да, легкости какой-то, вы нашли в этом мужчине, пытаетесь это ощущение взять как бы к себе, понимаете, но поймите, это живой человек, да, это мужчина, который, ну, как бы живет свою жизнь, а у вас она действительно с ним очень сильно расходится. Совет. Ну, по совету, если есть муж, конечно, будете наказаны. Да, то есть здесь правда все равно всплывет, потому что вот появилась, конечно, карта не очень такая хорошая для вас, в частности, да, что правда, она действительно будет всплывать, и она, конечно, займет всю жизнь. И здесь, понимаете, игра вот эта в любовь, она не доводит
до хорошего, понимаете. То есть здесь очень такая интересная ситуация, да, интересный совет. Во-первых, с этим мужчиной, да, с которым вы сейчас, вам ничего не грозит, понимаете, не грозит серьезного ничего, понимаете. И здесь вам необходимо все-таки отпустить его, понимаете, как бы не хотелось этой свободы, как бы не хотелось этих ощущений, но с ним не будет семьи, понимаете, с ним не будет, ну, по сути, ничего, понимаете, это просто пустой мужчина, который живет одним днем, с ним нельзя строить семью, с ним ничего нельзя, понимаете. И здесь еще вот почему-то намек действительно, что есть у вас уже любимый человек, да, может быть даже семья, да, и здесь, конечно, правда, она всегда всплывает, поэтому об этом подумайте, и пока не поздно, лучше завершить эту связь, да, с этим мужчиной, с которым как бы вы встречаетесь иногда, да, то есть и здесь все-таки подумайте, что для вас важнее, да, то есть здесь стоит разобраться в этой ситуации и все-таки принять выбор. Но еще раз повторю, с этим легким мужчиной, да, которого вы так давно знаете, с ним, ну, к сожалению или к счастью, да, ничего серьезного не выйдет. А это ощущение легкости, да, и умиротворения, свободы вам предстоит все-таки найти для себя в другом месте, да, по-другому, и явно не в этом мужчине, да, не благодаря данному мужчине. Поэтому подумайте, да, надеюсь, совет обязательно поможет, но этот выбор нужно сделать. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, советы обязательно помогут. Подумайте, да, относятся как к однерочкам, так и к двоечкам. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Буду всем очень сильно рад. Также не забывайте, что я есть в других соцсетях, да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.